Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я из своей коробки, где у меня хранятся всякие обрезочки, остатки от кроя, достала маленькие кусочки, самые маленькие. И я их решила прогладить, потому что они мне нужны ровненькие. В принципе, они у меня уже все проглаженные. Беру клеевую ткань, флизелин, клеевой стороной кладу вверх и раскладываю свои кусочки так, чтобы между ними не было пробелов. Как вот мы шьем крейзи, но здесь я их не пришиваю, а я их просто укладываю так, чтобы у меня они лежали, смыкались краями. Я планирую делать пиццу, но если раньше я пиццу делала, знаете, как вытряхнул весь мусор этот швейный. Так что у меня получалась прям такая толстая заготовка. Я делала в основном коврики для своей собаки, куда вообще весь хлам, все остатки у меня уходили. А сегодня я хочу сделать что-то более такое, как бы посимпатичнее. Не то, что вот там просто смесь тряпочек, а хочу сделать заготовку не толстую, потому что я ее потом еще даже собираюсь уплотнять. Вот, я тут желтый кусочек положила, но я потом вообще убрала все желтые кусочки, которые я раскладывала. Решила, что они мне там будут лишними. Вот так вот складываю прям плотничком. Какие-то заменяю в процессе, да, так, чтобы они у меня, эти кусочки, где-то, где нужно, подрезаю именно вот с тем наклоном, как нужно. И после того, как я разложила все это по своей заготовке, я это все вот так вот тихонечко прикладываю утюгом, не машу им, туда-сюда не вожу, просто приклеиваю к клеевой ткани. Все краешки хорошенько. Там, где у меня где-то выступает, ничего страшного. Я могу вот так теперь уже перевернуть, когда все приклеилось, и срезать края ровные. У меня размер вот этой заготовки флизелиновой 42 на 42 сантиметра квадрат. Ну и я вот по нему обрезаю все краешки. В результате у меня получается такое арт-полотно текстильное, не сшитое, а пока что склеенное. Видите, кусочек там бордовый немножечко не приклеился, но это не трудно опять его прижать и приклеить. Все, смотрите, вот такая у меня получилась заготовка, и я хочу теперь органзу подобрать. Вот это такой вот цвет, такой синий-фиолетовый, с белым каким-то рисунком померила. Вот этот очень мне нравится цвет, но он настолько яркий, и он вот квадратиками, что я как-то решила его не использовать, потому что он забивает с собой всю заготовку. Решила, что нет, пока я отложу этот цвет. Вот такой вот бордовый тоже неплохо, потому что, видите, тут листочки такие, какие-то веточки, и у меня там есть веточка на кусочке. Но не знаю, я не хотела бордовый. И в результате я остановилась вот на этом бирюзовом цвете. Я потому что планирую потом, ну я не знаю, не в этом видео точно, но я планирую с джинсовой тканью потом это все дело сочетать. И я решила, что вот синий оттенок, вот такой вот, мне больше нравится. В результате дальше я делаю уже сэндвич, складываю. Нижнюю ткань вырезала, выкроила. Потом вот такое вот холстопрошивное полотно, из которого половые тряпки делают, ну или обтирочный какой-то материал. У меня в этот раз он прямо пахнет какой-то отдушкой, как будто духами сделали производители. Вообще хорошо бы его постирать, потому что он, возможно, будет садиться. Но я не стала стирать. Вот по краям у меня, видите, больше, чем сама моя заготовка. И сверху я укладываю органзу и соединяю все 4 слоя булавками. Ну, я соединяю обычными булавками. У кого-то есть специальные булавки для пэтчворка, такие выгнутые. У меня обычные английские булавки. И соединяю так, чтобы все слои у меня вместе держались. Там, где у меня где-то, вот видите, подвернулось, я расправляю. Вообще, как одеяло делается, сначала нижние ткани вот, бумажным скотчем, смолярным,
к поверхности прилепляется, чтобы складочек не было. Нитки выбрала вот такие вот тоже бирюзовые. И буду использовать лапку для свободно ходовой стежки. Я ее уже показывала, но для новичков я еще раз ее покажу. Снимаю я лапку, с которой у меня была, и лапкодержатель, вот этот винтик откручиваю. Вставляю лапку для свободно ходовой стежки. Имейте в виду, вот эта вот палочка должна быть сверху вот этого винтика, которым иголку мы закрепляем. И все. И после этого я ее закрепляю. Сначала прям рукой закручиваю, а потом отверткой закрепляю потуже, чтобы она у меня хорошо держалась. Для свободной ходовой стежки мне не нужны вот эти зубчики, нижний транспортер. Вот эти вот, видите? Поэтому я их убираю вниз вот этим рычажком. У кого такого рычажка нет в машинке, значит, у вас есть пластинка специальная, которой закрываются зубчики. И все, и я пошла стегать. Девочки, ну, я не знаю, как объяснить, как стегать. Двигаем ткань руками. Вот эту заготовку свою, которая у нас там получилась, я двигаю руками. Потому что у машинки мы отключили все транспортеры. Нижний, конечно, один единственный отключили. И все, какой рисунок мне нужно, я такой и вывожу. Я вот, ну, уже кто давно меня смотрит, знают, да, что я вот такие вот какие-то неизвестного вида цветы, растительный, можно сказать, такой орнамент люблю делать. Он у меня получается. И я, ну, поэтому именно так делаю. Можно хоть в клеточку, хоть в полосочку, хоть какими-нибудь кракозябрами любыми, хоть кружочками. По-любому можно стегать, все равно будет красиво. И наша главная цель вот закрепить вот эти вот приклеенные кусочки и скрепить между собой все 4 слоя ткани. Она будет достигнута. Ну, а я вот именно такой стежкой решила стегать. Хотя, если бы просто вот прямыми линиями простегать клеточкой, тоже было бы ничего. Было бы и симпатично, и хорошо. Но я в этот раз решила вот творческий процесс продлить себе. Не знаю, мне кажется, не особо-то видно будет эта стежка, вот эта вся красота, которую я делаю. Если бы я контрастными нитками, например, бордовыми бы взялась стегать, возможно, было бы лучше. Но контрастными нитками очень уверенные в себе рукодельницы могут, мне кажется, стегать. Я не настолько в себе уверена. Любой косяк на контрасте будет очень хорошо виден. Еще нитки у меня попались не очень качественные, с какими-то иногда узелками. Поэтому это тоже мне немножечко процесс замедляет. Но в результате все равно справилась. В какой-то момент, почти когда уже закончила, мне стали вот эти полоски раздражать две. Во-первых, они очень яркие получились, и мне показалось, что они ни к селу, ни к городу. И плюс мне захотелось вот добавить немножечко цветочков еще сюда. Из просто вот какие были у меня ткани, вырезала цветочки. Плюс еще у меня 100 лет уже есть лепесточки вот такие шелковые, искусственные, когда-то заказывала. И вот я уже с ними простегала. И смотрите, какая получилась симпатичная вещь. Заготовка, ну, либо под сумку, либо, я не знаю, под какую еще работу. Но мне кажется, сумка будет симпатично смотреться. И причем тут любой стороной, как ни повернешь, вот так вот можно повернуть, что цветочек внизу тоже хорошо смотрится. Цветочек слева, вот этот желтый, тоже хорошо смотрится. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.